Всех приветствую, гости и подписчики. Пропала месяца на 2,5. Была работа основная. Это шиномонтаж. Вот очередное видео сделал. Делал цоколь. Вот, цоколь, значит, получается 13 или 14 квадратов. Ну, примерно. Плюс-минус там. Значит, по материалу сразу скажу, что ушло 6 тысяч рублей на 13-14 квадратов. Одного мешка 25 килограмм хватило на 1,8 квадратов. Там что-то наляпано. Все будем делать под декор. Будем использовать плитонит, клей усиленный для плитки. Такая работка. Вот такой объект. Знакомые попросили сделать. Ну, для знакомых недорого. Сказал, что фундамент кривой. Сказали, ничего страшного, делай как есть. Ну, максимально как бы попытаюсь выровнять. Ну, а как на деле получится, увидим. Такая вибра. Армирующая для стали. Штукатурные работы, фасадные работы. Толщина, длина. Все делаем по инструкции. Значит, раствор накидал, когда где-то часа полтора-два проходит. Процесс такой. Матрицы. У меня их две. Просто в мыльном растворе. Окунаю в мыльный раствор. Потом прикладываю. Выставил уровень. Такой процесс идет. Где-то нечеткий отпечаток, этого ничего страшного нет. Надо просто дать еще подсохнуть, а потом кисточкой, отверточкой, шпателем все подравнивать. Вот, значит, вот здесь линия у меня получается. Это уровень. Ну, то есть по уровню делаю, чтобы четко было, четенько было, чтобы. Вот такой процессик. То, что где отпечатано не очень хорошо, это ничего страшного. Раствор, когда подсохнет, там уже будет можно прорисовывать все, что хочешь. Такой процесс идет. Одному, конечно, тяжело, но а что делать? Завтра, может, помощника привезу. В общей сложности цоколь получается 14 метров квадратных. Ну ладно, увидимся. Сейчас попозже чуть-чуть. Так, ребят, вот вчера закидал эту сторону. Уже швы прошел. Швы проходить, конечно, лучше часа через 2-3, наверное. Ну вот ночь отстояла, вчера уже вечером где-то в 9 часов закончил эту сторону. Матрицей прошелся. Сегодня с утра у швы очень нормально, в принципе, проходиться. Вот, значит, здесь будет полностью высыхание. До полного высыхания, потом покраска. Сейчас сделал эту сторону.
Уже накидал. Маячки вот. Маячки вытащил. Маячки сантиметр. Прикручивал на один саморез. Бурился в бетон. В цоколь. Вставлял смарт и прикручивал по одному саморезу. С правой стороны прикручивал, чтобы мне знать, откуда саморез выкручивать. Сейчас эти места, вот где маячки стояли, забрасываю раствором. И все. И начинаю делать отпечаток. Ну, эта сторона уже тоже готова. Так что вот такие пирожки у меня идут. Вчера посчитал, получилось, за вчерашний день сделал 5,5 квадратов. Я думаю, за недельку, в конце недели уже покрашу. Высохнет дня за 3-4, не знаю. Может, через неделю буду красить. Вот такой процесс. Все. Пошел дальше трудиться. Так, ребят, важный момент. Перед покраской у меня получается 4 ведра. Нужно это все дело в одну емкость слить, перемешать, чтобы получился 1 тон. Потому что бывают партии разные, и оттенок может быть другой получиться. Поэтому все в одно смешиваем, взбалтываем, только потом уже красим. Вот такой цвет, сейчас вот он высох, получился серый. Ну, где-то оттеночек есть, конечно, серо-белый. Сейчас снимаю, как было и как будет. Не знаю, сколько у меня времени на покраску уйдет. Еще раз напомню, здесь 14 квадратов. Значит, все мне прошло, значит, 3 дня я, короче, накидывал, делал отпечаток. И получается где-то, четверг, пятница, суббота, 3 дня сохло все это. Вот это солнечная сторона. Так, я снимаю это все перед покраской. 3 дня сохло, в общем. Добавлял фиброволокно для штукатурных работ. Там они разные есть. Есть для равнения пола, то есть там отличается только толщиной и длиной эти волокна сами. Это скамеечки мы сейчас попозже чуть отодвинем. А пока начну с той стороны красить.
Слушай, Сережа, она не упадет она? И еще вот эту палку надо, наверное. О, И вот эту вот сними вверх. Не надо больше ничего. Какую? Вот эту, да. Зачем? Не Это надо? Это же часть дерева. А, ну ладно. И то дерево тоже надо сменить. Дай в сторону ножок. Я хотел у нас на участке отпилить деревья тоже. Но наши-то совсем вековые. здесь получается один цвет. Один цвет. Сейчас будем делать растушевку белым. Буду делать. Растушевочку белым сделаю. Потом сделаю выборочно. Выборочно, значит, еще раз. Вторым слоем, чтобы было выделение какое-то. Алька, вот там было больше закрыто. Ой, у тебя на лбу помада. Если он еще и здесь это. Так, берем валик такой небольшой из поролона. Фасадная белая краска. Губка обычная. Смачиваем валиком. Не сильно так. И буду сейчас проходить верхушечки. Здесь уже прошелся. Здесь прошелся, значит, эту сторону. Вид уже совсем другой. Эту сторону уже тоже прошел. Ну, так уже повеселее, конечно, смотрится. Уже не сливается с самим домом. А, да, сейчас. Сейчас иду, Ань. Сейчас.
Получился такой эффект. С цветами, конечно, можно тоже поиграть. Разных цветов можно сделать. Кому понравилось, не понравилось, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. Мне интересно ваше мнение. Всем спасибо, удачи, увидимся.